Всем привет! Продолжаем вязать пеблика. В этом видео мы свяжем ножки, глазки и хвостик. Для ножек в первом ряду мы набираем в кольцо амигуруми 4 столбика без накида. Затягиваем ниточку. Обращаем внимание, что затягиваем не слишком плотно, для того, чтобы было легче связать второй ряд. Во втором ряду провязываем столбик прибавка и повторяем это 2 раза. У нас получается по кругу 6 столбиков. Сейчас ниточку можно затянуть плотненько и при помощи деревянной палочки, либо вот как у меня зубочистки с тупым концом, вот так вот немножечко вывернуть нашу детальку, чтобы было видно наши петельки, куда провязывать следующий ряд. Это третий ряд. Мы вяжем без изменений, просто 6 столбиков без накида по кругу. Только маленькая, не очень удобно, поэтому наберите терпения. Я вяжу без ниточки, но вы, наверное, все-таки возьмите маркер или нитку. Дело в том, что если ошибиться хотя бы на один столбик, то детальки будут разного размера. А нам, конечно, нужно, чтобы ножки были все одинаковые. В четвертом ряду провязываем 2 столбика прибавка, повторяем 2 раза, и по кругу у нас получается 8 столбиков. В пятом ряду провязываем 3 столбика, в конце делаем соединительный столбик, вытягиваем ниточку и оставляем ее подлиннее для того, чтобы с ее помощью пришить ножку к телу пеблика. Вот таких 4 детальки. Ну а теперь глазки. Для глазок нам понадобится черная нить и белая. Я обращаю ваше внимание, что это ниточка в 2 сложения. То есть мы берем обычную, из которой мы вяжем нить, и разделяем ее на 2. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида тем же крючком, которым мы вязали номером 2. Черной нитью 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем ниточку, тоже не очень плотно затягивайте, тогда проще вязать маленькие детальки, можно ее затянуть попозже. Второй ряд мы тоже вяжем черной нитью, провязываем аккуратненько 6 прибавок, стараемся не ошибиться, считаем петельки. Это нужно для того, чтобы детальки наши были одинаковыми по размеру. Должно получиться 12 столбиков. Последнюю прибавку в этом ряду мы провязываем белой нитью. Таким образом мы сменим цвет на белый. Белой ниточкой будет вязать немножко проще, будет более заметно. Третий ряд белым цветом провязываем столбик прибавка, повторяем 6 раз, и по кругу у нас получится 18 столбиков. Считайте петли, пожалуйста, чтобы глазки получились одинаковыми по размеру. И всего, конечно, пользоваться маркером, ну, либо пластмассовым каким-то, либо ниточкой, кому как удобно.
Провязали третий ряд. И в следующем ряду, в четвертом, мы провязываем белым цветом 17, заметьте, не 18, а 17 столбиков без накида. И делаем это мы за задние полупетли. Мы уже делали так, когда вязали туловище. И нужно это для того, чтобы получить такой вот излом у детальки. Потому что глазки у пеблика немножко выпуклые. И вот этот последний ряд нам поможет добиться вот такого эффекта небольшой выпуклости. Оставляем длинную ниточку для пришивания. В середине детальки у нас много разных ниток. Аккуратно обрежьте центральные нити, черные. И очень аккуратно их нужно подтянуть, затянуть кольцо амигуруми, чтобы дырочки в середине не было, но делайте это аккуратно. И вот эти вот центральные ниточки, их нужно завязать узелком и лишнее обрезать, но не слишком коротко. Вот центральные завяжем, а крайняя ниточка, которой мы закончили вязание, у нас останется для пришивания. Ну и вот смотрите, здесь такая ребристая часть получается. Мы ее вот так вот немножечко соберем, и глазик будет немножко выпуклым. 2 детальки нужно связать таких. Хвостик. Серой нитью в кольцо амигуруми набираем 4 столбика без накида. Натягиваем ниточку. Тоже мы это делаем пока не очень плотно, потому что деталька маленькая. Во втором ряду вяжем 4 прибавки. Сейчас можно затянуть нить для надежности, чтобы деталька не распустилась. Можно вот так вот завязать узелок, ну и лишнюю ниточку подрезать, чтобы она была покороче. Опять же, при помощи палочки деревянной детальку вывернуть вот так вот аккуратненько, чтобы петли было лучше видно. И продолжаем вязать следующий ряд. Я отмечу здесь маркер для того, чтобы не ошибиться. В третьем ряду вяжем столбик прибавка, повторяем 4 раза. И у нас по кругу должно получиться 12 столбиков. В этом ряду провязываем 2 столбика прибавка, повторяем 4 раза. По кругу у нас получается 16 столбиков. Переносим маркер и вяжем 5-й ряд.
Вяжем 7 столбиков прибавка, повторяем 2 раза и получаем по кругу 18 столбиков. Шестой, седьмой и восьмой ряд провязываем без изменений 18 столбиков по кругу. В девятом ряду вяжем 7 столбиков и одну убавку, повторяем 2 раза. У нас должно получиться 16 столбиков по кругу. Ряд вяжем без изменений, 16 столбиков без накида. Ряд последний, провязываем 6 столбиков без накида и одну убавку, повторяем 2 раза. В конце ряда делаем соединительный столбик и оставляем длинную ниточку для пришивания хвостика. Деталька готова. Я хочу обратить внимание, что вот эта ниточка для пришивания вы должны вот не так сложить, не как-то еще, а вот так вот ровненько, чтобы она была вот по краю. Ну и проработать вот эти вот уголочки нужно, чтобы они были более заметны. Все детали готовы, осталось собрать.